Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай и две этих очаровательные красавицы. Та-да-да-дам! Новая Луна, которым сегодня будет посвящено видео. Я знаю, что половину видео вы прослушаете мимо, потому что вы будете смотреть на них. Они всегда отнимают все пространство эфира. Две маленькие звезды. Но ничего, меня часто спрашивают про уход за этими собачками, как они вообще в быту, да, и в целом просят их чаще показывать, поэтому я думаю, ну почему бы не сделать маленькое видео, посвященное им, каким-то моим небольшим наблюдениям за этой породой, да, именно не с книжек, а то, что я сам для себя какие-то моменты увидел, ну и опять-таки вычитал тоже в свое время, и в целом расскажу немного о этих собаках. Чихуахуа, во-первых, кто не знает, эта порода называется чихуахуа, это настоящая порода, не искусственно выведенная специально. Это порода родом из Мексики, ей много тысяч лет. Она жила еще у древних там, представителей, да, индейской цивилизации. И что о них можно сказать? Эти собачки замечательны в быту. Во-первых, они прекрасно подходят для содержания их в квартире. То есть с этими собаками очень легко жить, потому что их не нужно выгуливать специально. Друзья, они прекрасно ходят на пеленку. Вот для моих я использую одну пеленку в день, которую я меняю ежедневно. При желании, конечно, я их выгуливаю. Для собак, для любой, им полезно в целом выходить на улицу. Но, например, для многих жителей стран СНГ, например, да, и мне, например, я не в СНГ живу, я живу на Гран-Канарии, у нас здесь не так много мест в целом для выгула собак. А если они есть, то всегда там присутствуют огромные псы, да, такие маленьких туда лучше не сувать. Поэтому моих я выгуливаю при желании, по возможности, и на какие-то такие прогулки более отдаленные, и раз, два, три, четыре, иногда в неделю, не чаще. Не так, что надо вставать рано утром, да, это такая большая проблема, пожалуй, самая большая проблема иметь собаку, то, что нужно вставать рано утром, потом выводить ее еще вечером, а желательно, конечно, варить еще их и в обед, чтобы они хотя бы сходили по маленькому, потому что 2 раза в день это маловато даже для собаки, да. 3 раза в день хотя бы нужно собаке выходить на улицу. Не каждый человек занятой, живущий особенно в городе, может себе это позволить. То есть это главный плюс для меня. Не главный плюс, у них миллиард плюсов у этих собачонок жирненьких, да, но вот один из главных плюсов для меня это то, что их не нужно выгуливать ежедневно и думать об этом. Какой еще момент можно о них сказать? Эти собачки часто могут подвергаться, как и все животные, но эти собачки не имеют чувства меры в питании. Да, когда они питаются, едят что-то, они могут съесть огромное количество пищи. Опять-таки, я думаю, это связано с тем, что это собаки, которые очень маленького размера, да, и в природе, в этой Мексике они там носятся, им нужно как-то выживать, и чем больше они съедят, тем больше вероятность того, что они проживут до следующего дня, ну, грубо говоря, те, кто живут на улице, да, на свободе. А в домашних условиях у них нет такой проблемы, но инстинкты все эти на уровне, на подсознании у них остаются, поэтому для этих собак очень важно контролировать порции питания. Да, я использую для этого небольшие весы, специальные такие, знаете, копеечные весы электронные, совсем маленькие, которые у меня стоят на кухне, и когда я им накладываю порцию, что у нас ухо завернулось, а когда я накладываю порцию еды, я использую эти весы. То есть по граммовкам вы можете найти эти таблицы в интернете очень легко, по граммам. Да? Иначе, если не контролировать, просто насыпать на глазок, собачка скушает все. Но она начнет очень легко набирать вес, так как, опять-таки, они большую часть времени проводят в квартире, чихуахуа очень склонны к ожирению. А оттуда начинаются проблемы со здоровьем разные, да, и все прочее. Какой еще момент? Это очень спокойные собаки. Они очень игривые, они очень добродушные. Есть 2 типа чихуахуа, нужно оговориться. Вот у меня очень спокойные, игривые, абсолютно не гавкающие. Они могут там ваф-ваф гавкнуть, если слышат, что кто-то вот прям перед дверью стоит или стучит в дверь. Но каких-то истеричных, знаете, что они заходятся в истерике, гавкая, как вот у моих соседей есть собачка, она просто так гавкает, и я думаю, боже мой, это невозможно. Знаете, особенно маленькие породы, они склонны вот так истерично лаять. Чихуахуа они не такие, но учтите, что бывают исключения. Чихуахуа, которые бывают очень нервные, очень агрессивные, достаточно злобные. Такие обычно нам и показывают, вы знаете, в Инстаграме, например, с видео, когда они там что-то забирают, и, знаете, эти глаза на выкате такие, они все дрожат. Их показывают, и у меня, на самом деле, было такое изначальное представление об этой породе, что это какая-то порода, знаете, таких неадекватных собачонок с этой маленькой круглой головой, с теми глазами на выкате, которые постоянно на всех рычат и хотят всех укусить. Но это не так, это добрейшие души создания, очень милые, очень ласковые, очень спокойные, они вообще дружат со всеми собачками, они очень любят компанию, но при покупке щенка, когда вы будете заводить собаку, друзья, очень важно
познакомиться с родителями. Я вам даю такой совет, познакомьтесь с родителями. Я когда поехал забирать мою первую собаку, Ноа, которая она очень любит грызть свою косточку здесь, вот такая, но иди на секунду. Я поехал ее забирать. И я познакомился с ее родителями. Заводчик мне их показал, да, у него небольшая, так сказать, компания, можно сказать, по разведению этих собачек. И он мне объяснил эту историю, что есть чихуахуа, которые очень спокойные, вот такие как Ноа. Это просто, вы знаете, цитадель спокойствия, это вечный маленький дзен. Такой, она все время в каком-то таком состоянии, знаете, расслабленном. Она никогда не истерит, не психует ни из-за чего. Она как максимум играет. Поэтому я познакомился с родителями, они на меня не гавкали, ко мне подошли, обнюхали, начали ластиться. Также и Ноа выросла вот такая. И вот вторая собачка у меня тоже Луна, которая совсем маленькая, но она тоже супер ласковая, супер спокойная, к окружающим людям адекватно относящаяся. Поэтому обязательно познакомьтесь с родителями, друзья. Не покупайте собаку, так сказать, кот в мешке, потому может достаться вот именно такая. Конечно, она тоже нуждается в хозяеве, такая истеричная. Она же не виновата, что она такая родилась. Но если вы не хотите лишних проблем, лишних истерик в своей жизни, то знакомьтесь с родителями. Если вы видите, что родители спокойные, ласковые, адекватные, то значит и щенок практически с 100% вероятностью будет таким же. Какой еще момент? Момент линьки. Знаете, тоже, кстати, вот у меня эти чихуахуа, они практически не линяют. У них настолько маленькая короткая шерстка, у них практически нет никакого подшерстка, у них практически голая брюшка, вы знаете, то есть там 3 волосинки, поэтому опять-таки часто чихуахуашек одевают, когда их выводят на улицу. Мне такой необходимости нет, иногда я, конечно, там, у меня есть наряды, так сказать, для них, образы, парочка, да, там вот у Ноа есть несколько свитерков таких, когда я выхожу вечером, может быть, вот сейчас зима у нас, там плюс 20 вечером, плюс 18, я могу видеть какой-то свитерок. Дома у них сейчас я им кладу грелку, так как они очень мерзлявые собачки. То есть чихуахуа всегда нужно обеспечивать достаточно теплые условия. Ну, в странах СНГ, я думаю, отопление хорошее зимой, поэтому мерзнуть они у вас не будут. Но вот у меня отопления нет, и мне комфортно, а им прохладно, да, зимой. Поэтому у них всегда есть грелочка, на которой они могут спать прекрасно, особенно на ночь. Вот этой маленькой, смотрите, кстати, как она подросла. Маленькая мартышечка. Да, вот такая она подросла, и она всегда спит со своей грелкой. У нее уже встали ушки. Кстати, у них тоже постепенно встают уши, нужно быть очень аккуратными с маленькими щенками. А чихуахуа – это одна из немногих собак, чуть ли не единственная собака, которая рождается с темечком. Вот как у нас есть, да, вот этот родничок его называют еще. То есть чихуахуашки, они не рождаются с полностью сформированным черепом. Череп у них не полностью сформирован для того, чтобы мать чихуахуашка, так сказать, могла нормально разродиться. И то часто у них бывают проблемы вообще с родами чихуахуа, это такой сложный процесс. Но чтобы она могла нормально разродиться, череп не полностью сформирован, и, соответственно, при выходе из мамы, то есть головка у нее сокращается в размере, да, и потом она выходит и начинает формироваться. Вот сейчас я глажу, и тут есть родничок небольшой, он закрывается примерно на 4-й, на 5-й, иногда вот у Ноа случилось, он закрылся, по-моему, почти на 6-й месяц, поэтому кто-то долбится в лифт. Вот смотрите, кто-то долбится в лифт, они спокойно лежат, не истерят, да, другая бы собака, какая-нибудь истеричная, она бы уже начала гавкать, бегать под дверью, верещать и все прочее. Они лежат и вообще абсолютно параллельно, кто там долбится. Все равно не защитят, да, если что случится, что от них таких коротышей можно ждать. Поэтому этот родничок закрывается, да, в таком возрасте, когда проходит несколько месяцев, поэтому нужно быть очень аккуратными с падениями, с ударами, с ушибами. То есть эти собачки нужно контролировать очень-очень хорошо, потому что, опять-таки, они очень хрупкие. Вот сейчас Ноа, например, ей уже 2 года, да, она уже такая крупная, она может нормально запрыгнуть, она может нормально спрыгнуть с дивана, потому что диван низкий. С кровати, кровать у меня повыше, я ей не даю прыгать. Лапки у них все равно слабые, они небольшие, эти животные, и они могут их повредить, могут их сломать, да, косточку какую-то, эту тоненькую. Поэтому с ними в этом плане нужно быть деликатным, особенно людям, у которых есть маленькие дети. Что мы кричим в подъезде? Такие испанские нравы. Долбится, отпустите в лифт. Впускают ее в лифт. Бедную. Так вот, они очень хрупкие, эти собачки. Поэтому, особенно людей с маленькими детьми, нужно быть внимательными, чтобы дети их, не дай бог, не поломали. В прямом смысле. Потому что ее можно взять, уронить слегка, она может себя, то есть, повредиться. Это живое существо, с ним нужно быть очень аккуратным. Ну, с возрастом, вот, но ей сейчас уже хоть что делать. Конечно, кидать ее не надо, но она бегает, она может там во что-то врезаться, когда она несется, ее заносит на поворотах, она несется, врезалась во что-то, ей уже ничего не будет. Но вот особенно с малышами нужно быть внимательным. Еще у малышей не сразу встают ушки, поэтому их тоже нужно контролировать. Да, ни в коем случае не дергать за уши, ничего. По возможности их всегда поправлять. И если ушко очень долго не встает, то можно взять очень
небольшой тоненький слой, как это называется, такой как медицинский скотч, и приклеить его на заднюю сторону ушка, чтобы придерживать его, чтобы восстановилась хорошо циркуляция. Обычно этого делать нет необходимости. Но мне сказал ветеринар, если очень долго одно из ушек не встает, то стоит прикрепить... Женщина не прекращает разговаривать. Ну ладно. А что еще можно про них сказать? Что еще можно сказать? Она мне всю мысль мою сбила из головы, эта кричащая женщина в подъезде. Что еще можно сказать? Пожалуй, все. Вы знаете, вот так. Спокойные, адекватные, много не кушающие, опять-таки, очень бюджетные в этом плане, что корма они потребляют очень мало. А у меня они кушают сухой корм, едят. Не говорите слова «кушать». Едят они сухой корм. Также я им даю косточки специальные для чистки зубов. И всегда у них имеются в наличии вот такие косточки, вы знаете, да, из бычьей или из коровьей там какой-то кожи или свиной кожи, не знаю, с какой-то точно это кожи сделано. Но они всегда их грызут, очень удобно. В целом они еще прекрасные, почему что они такие маленькие, они вам ничего не испортят. Вот в квартире ничего ни разу мне никто из них не испортил, чтобы там щенок погрыз вам тапок, у нее рта не хватит, у нее сколько этот маленький ротик, он там еле открывается, знаете, она там кое-как эти свои гранулки корма хватает им, то есть абсолютно в этом плане безвредные собачки, очень легко с ними путешествовать, их можно брать в самолет, у меня Ноа неоднократно уже со мной летала в самолете в ручной кладе, то есть в своей сумке специальной в перевозке, прекрасно с ними можно летать. Да, замечательные собаки. То есть для меня это вообще чудо просто нереальное, друзья. Еще один момент скажу, последний, буду закругляться, да, потому что в целом рассказал уже все. Когда они маленькие, с ними нужно быть очень аккуратными, когда вы играете. То есть когда собачка начинает, вот вы начинаете ей давать игрушку, она начинает ее кусать, ни в коем случае не тяните ее. В принципе, для всех щенков это правило действует, но для маленьких пород собак, чихуахуа в том числе, этот момент очень важен. Ни в коем случае нельзя резко тянуть игрушку, потому что вы можете повредить нижнюю челюсть, и у собаки будет неправильный прикус. То есть начнет челюсть нижняя идти вперед. Да, если вы с ней будете играть, как вы знаете, иногда с собаками играют, то есть тянут сильно, они тянут собаки, да, это даже крупные породы с щенками так играют, они становятся крепче, развиваются. С маленькими так играть нельзя. То есть вы можете как-то у нее пытаться забрать, но при этом не вырывать ни в коем случае игрушку. И все, друзья, вот такое получилось мини-видео, разговор про этих прелестных собак. При желании вы можете их заводить, ни в коем случае не настаиваю, но меня просили про них рассказать. Каких-то особых средств в уходе для них я не использую. Купаю я Ноа в среднем раз в 1,5 месяца, то есть их тоже не рекомендую сильно часто купать, таких маленьких собак, но в среднем раз в 1,5 месяца я ее купаю специальным шампунем для собак. И все, больше ничего, ласковейшие, добрейшие собаки. А еще последний момент опять. Не приучайте их спать возле себя, особенно начиная маленьких собак. Выдержите этот момент, я вам рекомендую, вы потом скажете мне спасибо, когда они начинают плакать, и у вас есть такое желание, когда только принесли щенка в дом, взять его к себе в кровать. Во-первых, это очень опасно для собаки, вам ничего не будет, но для маленькой этой собаки это нереально опасно, вы можете ее просто во сне раздавить, они настолько крошечные и хрупкие, что неловким движением вы можете просто повредить животное и даже его убить, сами того не желая, да, поэтому ни в коем случае не нужно их приучать спать в кровати. Вот моя Ноа с детства привыкла, что она спит отдельно. И Луна спит отдельно. У них у каждой стоит с каждой стороны моей кровати по кровати. Иногда их ставлю вместе, иногда изначально я их ставил раздельно, потому что Луну я закрывал, да, вот в таком мини, так сказать, загончике, чтобы она не выбегала. Но она, конечно, ночью ходила в туалет, еще что-то делала, поэтому они спали в разных частях. Сейчас я часто их оставляю спать вместе. Но она привыкла, Луна привыкла, уже на 4-й день она перестала плакать. То есть она спит спокойно. С утра, когда я просыпаюсь, я еще могу 20 минут поваляться в кровати, но обычно начинает плакать, чтобы я взял ее в кровать. Я ее беру, она со мной лежит, залазит под одеяло, прижимается. Это такой, знаете, такой для них тоже мини-момент такого уединения с хозяином, который они очень любят и очень ценят. Поэтому это такая маленькая награда для них, да, показ вашей любви к ним, что вы взяли на 20 минут. Но спать таким маленьким собачкам я вам рекомендую, друзья, с самого начала приучать отдельно. Пусть поплачет несколько ночей, ей можно всегда положить в такую грелку, да, она будет чувствовать тепло, она будет спать спокойнее, но переживете вы эти 4-5 дней, и потом будет все прекрасно. Если же вы ее с самого начала начнете приучать брать в кровать, под вашу ответственность это очень опасно, я уже говорю, она опять-таки может упасть с этой кровати ночью, вы ее можете раздавить или еще что-то может случиться. Все, на такой немного драматичной ноте я буду заканчивать видео, всем спасибо, кто был со мной.
Всем вам чихуашского настроения. С вами был Николай. До новых встреч. Николай, Ноа и Луна. До новых встреч. Пока-пока.